Он вошел в запретные джунгли, где даже свет боится задерживаться. Они уже окружили его, но страх в нем не появился. Их королева вышла, чтобы решить, жить ему или исчезнуть. Память о тех, кого уничтожили, и о тех, кто стал причиной. Он стал границей между страхом и новым миром. Он вошел в запретный лес Вейлара без страха, словно знал, что этот мир уже ждал его давно. Все боялись племени охотниц Тарвей. Но был один человек, который вошел на их территорию без оружия, без армии и без страха. Когда разведывательный шаттл исчез с экранов орбитальной станции, никто не удивился. Это был уже 27-й случай за последние 7 лет. Планета Вейлар считалась одной из самых опасных колоний во внешнем секторе. Здесь не бушевали войны. Не происходили катастрофы. Не было смертельных вирусов. Но люди все равно исчезали. Особенно мужчины. Каждая экспедиция, отправленная в центральные джунгли континента Нартал, заканчивалась одинаково. Обнаруженные позже капсулы. Разорванное оборудование. Следы борьбы. И полное отсутствие тел. Колонисты рассказывали истории шепотом. Они говорили о племени охотниц. О женщинах-хищницах, которые жили глубоко в джунглях. О существах настолько быстрых и опасных, что даже местные звери уступали им дорогу. Они не нападали на поселение. Не уничтожали города. Не устраивали войн. Но любой мужчина, вошедший на их территорию, исчезал навсегда. Поэтому, когда Кай Реннер объявил о своем намерении отправиться туда в одиночку, руководство колонии решило, что он сошел с ума. Кай лишь улыбнулся. Он уже привык слышать подобное. За свою жизнь он успел побывать в десятках миров. Пережил пиратские нападения. Выжил после крушения на ледяной луне. Провел несколько месяцев среди существ, которых официально считали неразумными, а затем доказал обратное. Но больше всего его отличала одна особенность. Он никогда не позволял страху принимать решения за него. Страх предупреждает, но не должен управлять. Так говорил его отец. И Кай помнил эти слова всю жизнь. Когда он пересек границу джунглей, солнце уже скрывалось за гигантскими деревьями. Тени становились длиннее. Воздух был влажным и тяжелым. Каждый вдох напоминал глоток горячего пара. Обычный человек давно бы начал нервничать. Но Кай просто шел вперед. Без винтовки. Без защитного экзокостюма. Без сопровождения. Словно направлялся на обычную прогулку. Вокруг него оживали джунгли. Высокие деревья поднимались на сотни метров вверх. Светящиеся лианы свисали между ветвями. Голубоватый туман медленно стелился над землей. Иногда в густой листве вспыхивали чьи-то глаза. Желтые. Зеленые. Красные. Но никто не нападал. Лес наблюдал. Прошел час. Потом еще один. Кай ощущал на себе взгляды. Сотни взглядов. Кто-то двигался справа. Кто-то следовал сверху. Иногда ему казалось, что сама планета изучает его. Однако он продолжал идти прежним шагом. Именно это удивляло невидимых наблюдателей больше всего. Любой другой человек уже начал бы оглядываться. Пытался бы определить направление угрозы. Искал место для укрытия. Но Кай не делал ничего подобного. Он не выглядел добычей. А племя охотниц прекрасно чувствовало разницу. Глубоко в ветвях за ним следили десятки фигур. Их кожа мерцала серебристо-синим светом.
Гибкие тела двигались абсолютно бесшумно. Они были частью этих джунглей. Такими же естественными, как деревья и реки. Старшие охотницы обменивались взглядами. Чужак вел себя неправильно. Он не показывал страха. Не пытался убежать. Не просил пощады. Даже его сердцебиение оставалось удивительно спокойным. Это нарушало все известные модели поведения. По законам племени сначала всегда проводилось наблюдение. Только после этого принималось решение. Уничтожить. Прогнать. Или изучить дальше. Поэтому охота не начиналась. Пока нет. Кай продолжал двигаться вперед. Чем глубже он заходил в джунгли, тем сильнее менялся окружающий мир. Звуки постепенно исчезали. Птицы замолкли. Ветер стих. Даже насекомые перестали издавать привычный шум. Словно все живое ожидало чего-то важного. Впереди появился огромный расколотый ствол древнего дерева. Кай остановился. Поднял голову. И впервые увидел их. Сначала одну фигуру. Потом вторую. Третью. Через несколько секунд он понял, что их десятки. Они находились повсюду. На ветвях. На стволах. На выступах скал. Светящиеся узоры на коже создавали впечатление звездного неба среди джунглей. Любой человек испытал бы ужас. Но Кай почувствовал другое. Любопытство. И уважение. Перед ним находились не дикари. Не монстры. Не безумные убийцы. Перед ним была цивилизация. Древняя. Организованная. Опасная. И невероятно умная. Несколько минут никто не двигался. Никто не произнес ни звука. Затем одна из фигур медленно шагнула вперед. Она была выше остальных. Ее серебристая кожа светилась ярче. Желтые глаза внимательно изучали человека. Это была первая встреча. Первый контакт. Момент, которого не происходило уже много десятилетий. Кай спокойно посмотрел на нее. Именно тогда произошло то, чего не ожидал никто. Он слегка наклонил голову. Не как побежденный. Не как проситель. А как равный, признающий силу другого. По рядам охотниц прошла едва заметная волна удивления. Они знали язык жестов. И прекрасно поняли смысл. Человек признавал их достоинство. Не боялся их. И не пытался доминировать. Такого еще не случалось. Несколько долгих секунд никто не двигался. Затем старшая охотница сделала шаг назад. Не вперед. Назад. И это был знак. Племя не собиралось нападать. По крайней мере, пока. Кай понял это сразу. Но вместе с облегчением пришло другое чувство. Теперь все только начиналось. Потому что где-то впереди находилась тайна, ради которой он пришел сюда. Тайна, способная изменить судьбу не только племени охотниц, но и всей планеты Вилар. И очень скоро ему предстояло узнать правду, которую человечество скрывало десятилетиями. Воины племени окружили его. Это было не нападение. Это было испытание, которое никто не проходил. Кай ожидал многого. Нападения. Ловушки. Попытки запугать его. Но точно не того, что произошло дальше. Старшая охотница молча развернулась и направилась вглубь джунглей. Остальные последовали за ней. Никто не произнес ни слова. Никто не сделал угрожающего жеста. Словно все племя пришло к одному и тому же решению. «Следуй за нами». Кай медленно пошел вперед. Он понимал, что это приглашение может оказаться испытанием. Однако выбора не было. Он пришел сюда именно ради ответов. Тропа становилась все уже.
Огромные корни переплетались между собой, образуя природные мосты. Свет почти не проникал сквозь плотную листву. Лишь биолюминесцентные растения освещали путь мягким голубым сиянием. По мере продвижения Кай замечал все больше признаков развитой культуры. На деревьях были вырезаны символы. Некоторые напоминали письменность. Другие выглядели как исторические изображения. Он видел сцены охоты, сражений, рождения детей и странные изображения существ, похожих на самих охотниц, но отличающихся телосложением. Более высоких, более массивных. Мужчин. Это сразу привлекло внимание Кая. Согласно официальным отчетам, племя состояло исключительно из женщин. Никаких мужских представителей вида обнаружено не было. Но древние рисунки рассказывали другую историю. Они существовали. Когда-то. Очень давно. Спустя некоторое время процессия остановилась возле огромного природного каньона. Кай замер. Перед ним открывался вид, который не видел ни один колонист. Внизу располагался настоящий город. Не примитивная деревня. Не лагерь охотников. Настоящий город. Десятки огромных платформ были встроены прямо в гигантские деревья. Между ними проходили подвесные мосты. Ветви переплетались так искусно, словно их специально выращивали веками. В воздухе летали небольшие светящиеся существа. По платформам двигались жители племени. Женщины разных возрастов. Дети. Подростки. Старейшины. Это было полноценное общество. Организованное. Развитое. Живое. Кай почувствовал одновременно восхищение и тревогу. Человечество считало их дикарями. Но реальность оказалась совершенно иной. Охотницы заметили его реакцию. Их взгляды стали внимательнее. Они изучали каждое движение человека. Каждую эмоцию. Любую слабость. Но вместо презрения или страха на лице Кая появилось искреннее уважение. Это снова нарушило их ожидания. Одна из молодых охотниц посмотрела на старшую, словно спрашивая разрешения. Та едва заметно кивнула. После этого процессия продолжилась. Они спустились в город. Когда жители заметили человека, по улицам прокатилась волна напряжения. Многие остановились. Некоторые дети спрятались за взрослыми. Старейшины внимательно наблюдали. В их памяти все еще жили рассказы о людях. Истории боли. Потерь. Предательства. Кай чувствовал это. Он словно шел через океан старых ран. Именно тогда он впервые увидел центр города. Посреди огромной площади возвышалось древнее дерево. Его ствол был настолько широким, что внутри легко поместился бы космический корабль среднего класса. Корни уходили глубоко под землю. Ветви терялись высоко в облаках. Но больше всего внимания привлекали металлические элементы, встроенные в кору. Фрагменты старых технологий. Остатки человеческих конструкций. Они выглядели чужеродно. Будто кто-то намеренно соединил живое и искусственное. Кай подошел ближе. И увидел надписи. Старые. Почти стертые временем. Но все еще читаемые. Это были регистрационные номеры корпорации Helios Biotech. Название заставило его замереть. Он знал эту компанию. Точнее, ее историю. Несколько десятилетий назад корпорация официально прекратила существование после крупного расследования. Большая часть архивов была уничтожена. Многие документы засекречены. Но слухи сохранились. Ходили разговоры о незаконных генетических экспериментах, о программах создания биологического оружия, о секретных лабораториях на удаленных планетах.
Теперь Кай смотрел на прямое доказательство. И оно находилось здесь, в сердце территории племени. Старшая охотница внимательно наблюдала за ним. Словно проверяла, понимает ли он значение увиденного. Кай медленно коснулся металлической пластины. Она была холодной, несмотря на жаркий климат. Именно в этот момент произошло неожиданное. В его голове всплыли слова старого архивного отчета. Фраза, которую он когда-то случайно увидел в засекреченном файле. Проект Эхо успешно доставлен на объект Вейлар. Мужские образцы демонстрируют высокую генетическую ценность. Кай почувствовал, как внутри все сжалось. Мужские образцы. Не добровольцы. Не партнеры. Образцы. Так называют лабораторный материал. Не живых существ. Он поднял взгляд и увидел реакцию охотниц. Они поняли. Человек, наконец, начал складывать части головоломки. Одна из старейшин шагнула вперед. Ее тело покрывали десятки шрамов. Некоторые выглядели очень древними. Она осторожно положила руку на кору дерева. Затем указала на металлические фрагменты. После этого на себя. На остальных охотниц. И, наконец, на небо. Кай понял смысл жеста. Люди пришли сверху. Причинили вред. Оставили след. Племя выжило. Но цена была ужасной. В этот момент из толпы вышла маленькая девочка. На вид ей было не больше 10 лет. Она долго смотрела на человека. Потом задала вопрос на своем языке. Кай не понял слов. Но интонация была очевидной. Почему? Почему люди сделали это? На этот вопрос у него не было ответа. Он не мог оправдать корпорации. Не мог оправдать прошлое. Не мог исправить то, что произошло. Поэтому он сделал единственное, что считал правильным. Он опустился на одно колено и произнес спокойно: «Мне жаль». Охотницы не знали человеческого языка. Но смысл поняли все. Иногда эмоции говорят громче слов. На площади воцарилась абсолютная тишина. Даже дети перестали двигаться. Старшая охотница долго смотрела на него. Очень долго. Затем впервые за все время коснулась своей груди. Это был жест их народа. Жест признания искренности. Не прощения. Не доверия. Но первого шага к ним. Именно тогда где-то далеко в глубине города прозвучал сигнал тревоги. Громкий. Резкий. Незнакомый. Охотницы мгновенно напряглись. Их лица изменились. В воздухе появился запах опасности. Кай понял это раньше, чем кто-либо успел объяснить. Что-то приближалось. Что-то, чего боялись даже жители Вейлора. И очень скоро ему предстояло узнать, почему древняя война племени еще не закончилась. Он понял истину, которую племя скрывало веками. Мужчины их вида исчезли не случайно. Сигнал тревоги продолжал звучать над городом. Его низкие вибрации проходили через стволы гигантских деревьев, отражались от мостов и уходили далеко в джунгли. Всего секунду назад площадь была наполнена настороженным спокойствием. Теперь все изменилось. Охотницы двигались мгновенно. Без паники. Без криков. Без хаоса. Каждая точно знала свое место. Дети исчезали внутри защитных убежищ. Молодые воительницы занимали позиции на верхних платформах. Старейшины уводили гражданских в глубину города. Вся система работала настолько слаженно, словно один организм получил сигнал об опасности. Кай наблюдал за происходящим с возрастающим удивлением. Так действуют не дикари. Так действуют общества, которые пережили множество войн. Старшая охотница, которую он мысленно начал называть Верховной,
резко посмотрела в сторону западного сектора джунглей. Ее узоры вспыхнули тревожным янтарным светом. В этот момент одна из разведчиц буквально рухнула на платформу сверху. Она была ранена. По плечу стекала темная кровь. Несколько слов на родном языке прозвучали быстро и резко. Реакция окружающих оказалась мгновенной. Кай заметил выражение лиц. Не страх. Ярость. Холодная и очень старая ярость. Он не понимал языка племени, но понимал эмоции. Нападавшие были хорошо знакомы этим женщинам. Через несколько секунд Верховная повернулась к человеку. Ее взгляд стал тяжелым. Словно она принимала сложное решение. Затем она сделала короткий жест рукой. Кай понял смысл. «Следуй за мной». Они быстро поднялись на одну из самых высоких обзорных площадок. Отсюда открывался вид на многие километры джунглей. Сначала Кай ничего не увидел. Потом заметил дым. Тонкие серые полосы поднимались над лесом. Затем появились вспышки света. И еще. И еще. Это были не природные явления. Это были энергетические разряды. Оружие. Современное оружие. В груди Кая появилось неприятное ощущение. Он уже догадывался, что сейчас услышит. Одна из охотниц активировала древнее устройство, встроенное в древесину платформы. Перед ними вспыхнула голографическая проекция. Старая. Поврежденная. Но все еще рабочая. На изображении появился космический корабль. Затем второй. Третий. На корпусах сохранились логотипы. И Кай почувствовал, как кровь стынет в жилах. Это была корпорация Helios Biotech. Та самая. Официально уничтоженная десятилетия назад. Но записи продолжались. Кадры показывали лаборатории. Клетки. Исследовательские комплексы. Вооруженную охрану. И представителей вида охотниц. Мужчин. Живых мужчин. Высоких. Сильных. Испуганных. Закованных в энергетические ограничители. Кай смотрел, не отрываясь. Каждая новая сцена становилась тяжелее предыдущей. Эксперименты. Тесты. Генетические исследования. Принудительное извлечение биоматериала. Некоторые записи обрывались слишком резко. Словно кто-то специально удалял наиболее страшные моменты. Но даже того, что осталось, было достаточно. Это не было исследованием. Это была жестокость. Холодная. Системная. Научно обоснованная жестокость. Последняя запись заставила замереть даже самого Кая. На экране появился мужчина их вида. Судя по одежде и символам, один из лидеров племени. Он был сильно истощен. Но продолжал смотреть прямо в камеру. Без страха. Почти так же, как когда-то сам Кай вошел в джунгли. Затем запись закончилась. На платформе воцарилась тишина. Теперь человек понимал все. Именно здесь родилась ненависть племени. Не из-за войны. Не из-за случайности. А из-за преступления. Настоящего преступления против целого народа. Но оставался вопрос. Если корпорация давно уничтожена, кто атакует их сейчас? Ответ появился сам. Над джунглями раздался далекий гул двигателей. Кай резко поднял голову. Сначала один корабль. Потом еще несколько. Тяжелые десантные платформы двигались над деревьями. Слишком большие для обычных колонистов. Слишком хорошо вооруженные. Охотницы напряглись. Некоторые обнажили длинные клинки из неизвестного металла. Верховная продолжала наблюдать молча. Но ее глаза стали ледяными.
Один из кораблей снизился настолько, что Кай смог рассмотреть эмблему. И сердце пропустило удар. Логотип был другим, но знакомым. Корпорация сменила название. Сменила руководство. Сменила документы. Но не исчезла. Она просто вернулась под новым брендом. И теперь пришла закончить то, что начало много лет назад. Голографическая система переключилась автоматически. На экране появились новые данные. Перехваченный сигнал. Фрагменты переговоров. Цель подтверждена. Архивный объект найден. Приоритет 1. Захватить источник генетического материала. Сопротивление ликвидировать. Этого было достаточно. Они пришли не для переговоров. Не для мира. Не для исследований. Они пришли за племенем. Точно так же, как когда-то пришли их предшественники. На обзорной площадке воцарилось напряжение. Многие охотницы смотрели на Кая. Теперь решение зависело и от него. Он был человеком. Представителем того же вида. Пусть и не той же организации. Пусть и не тех преступников. Но человеком. Несколько секунд никто не двигался. Затем произошло нечто неожиданное. Кай сделал шаг вперед. Посмотрел на приближающиеся корабли. И спокойно произнес. Они пришли не за мной. Они пришли за вами. Охотницы не понимали слов. Но понимали тон. Понимали решимость. Понимали выбор. Верховная внимательно наблюдала за человеком. Она словно искала признаки лжи. Признаки страха. Признаки предательства. Но не находила ничего. Только спокойствие. И готовность остаться. В этот момент одна из молодых воительниц протянула ему длинное копье. Весь город замер. Для племени это был невероятный жест. Оружие не давали чужакам. Никогда. Ни при каких обстоятельствах. Кай посмотрел на копье. Затем на девушку. Медленно принял его. Именно тогда по площади прокатилась новая волна тишины. Теперь решение было принято окончательно. Он больше не являлся наблюдателем. Он становился частью предстоящей битвы. Где-то над лесом вспыхнул первый взрыв. Огненный шар поднялся над верхушками деревьев. За ним последовал второй. Потом третий. Война пришла на Вилар снова. Но на этот раз все должно было закончиться иначе. Потому что впервые за долгие годы по одну сторону стояли не только охотницы. Рядом с ними стоял человек. И очень скоро враги узнают, почему иногда самый опасный хищник рождается вовсе не в джунглях. Племя раскололось. Одни видели в нем угрозу, другие — Дале — начало новой судьбы. Первый удар пришелся по внешнему периметру города. Над джунглями вспыхнули ослепительные столбы света. Энергетические заряды врезались в огромные деревья, превращая многовековые стволы в пылающие факелы. Грохот прокатился по всему лесу. Птицы взмыли в небо. Звери бросились прочь от зоны удара. Но жители Вейлора не дрогнули. Они готовились к этому дню долгие годы. Кай стоял на одной из оборонительных платформ и наблюдал за приближением вражеских кораблей. Теперь он видел их ясно. 6 тяжелых десантных судов. 3 ударных транспорта. Несколько десятков малых штурмовых аппаратов. Слишком большая сила для простой экспедиции. Слишком серьезная подготовка для научной миссии. Это была операция по захвату. Тщательно спланированная. Безжалостная. Верховная охотница появилась рядом. Она смотрела на небо так, словно видела перед собой призраков прошлого. В ее глазах отражались десятилетия боли. Но вместе с этим там было и нечто новое. Решимость закончить историю.
Раз и навсегда. Над лесом прогремел новый взрыв. Один из кораблей выпустил десантные капсулы. Они стремительно устремились вниз. Словно металлический дождь. Через несколько секунд джунгли содрогнулись от десятков ударов. Началось. Из капсул появились вооруженные бойцы. Тяжелая броня. Плазменные винтовки. Тактические системы наведения. Настоящая армия. Кай сразу понял главное. Эти люди никогда не сталкивались с охотницами в настоящем бою. Они считали себя охотниками. Но сами были добычей. Первые отряды двинулись через лес. Через минуту начались крики. Короткие. Испуганные. Оборванные на полуслове. Затем все снова затихло. Охотницы начали действовать. Они двигались быстрее человеческого взгляда. Появлялись из тени. Наносили удар. Исчезали. Лес словно ожил против захватчиков. Каждая лиана становилась ловушкой. Каждая ветвь — укрытием. Каждый метр территории работал против врага. Но корпорация тоже извлекла уроки из прошлого. Через несколько минут в бой вступили дроны. Сотни автоматических машин поднялись над деревьями. Они сканировали местность. Искали цели. Передавали координаты. Теперь преимущество охотниц постепенно уменьшалось. Кай увидел это первым. Если ничего не изменить, численность врага начнет играть решающую роль. Он быстро поднялся к командной платформе. На центральной карте отображались позиции противника. Именно тогда ему в голову пришла идея. Рискованная. Почти безумная. Но другого выхода не было. Много лет назад Кай служил специалистом по системам безопасности на дальних колониях. Он понимал логику военных сетей. Понимал принцип работы автономных боевых дронов. И сейчас эта информация могла изменить все. Он указал на один из вражеских кораблей. Самый крупный. Флагман. Именно через него проходила координация всех подразделений. Если уничтожить центральный узел управления, армия потеряет большую часть эффективности. Проблема заключалась в том, что добраться до него почти невозможно. Корабль находился высоко над джунглями. Под охраной. Под прикрытием. Практически недосягаемый. Практически. Но не полностью. Верховная внимательно слушала объяснения через жесты и изображения. Несколько минут она молчала. Затем неожиданно согласилась. У нее был собственный план. Она указала на древнее дерево в центре города. То самое гигантское дерево, которое связывало всю территорию племени. Кай сначала не понял. Потом осознал. Корневая сеть. Весь лес был связан. Не только биологически, но и энергетически. Вейлар представлял собой живую систему. Огромную природную сеть. Если правильно использовать ее потенциал, можно создать мощнейший импульс. Достаточный для вывода из строя электроники. Риск был огромным. Ошибка могла уничтожить половину города. Но времени на другие варианты уже не оставалось. Бой становился все ожесточеннее. Вражеские силы продвигались ближе. Некоторые оборонительные линии уже были прорваны. Кай и группа охотниц направились к сердцу древнего дерева. Путь проходил через внутренние тоннели. Через живые коридоры. Через место, куда не допускали посторонних поколениями. Чем глубже они спускались, тем сильнее ощущалась энергия леса. Воздух буквально вибрировал. Светящиеся корни окружали их со всех сторон. Будто огромные артерии живого организма. В самом центре находилась древняя камера. Здесь билось сердце Вейлора. Не в переносном смысле. Буквально.
Гигантский энергетический узел медленно пульсировал внутри корневой системы. Кай смотрел на него пораженно. Теперь он понимал, почему корпорации возвращались снова и снова. Они хотели получить не только генетический материал. Они хотели завладеть самой планетой. Ее уникальной природной сетью. Ее невероятной энергией. Ее потенциалом. Верховная положила руку на светящийся корень. Остальные охотницы сделали то же самое. По всей системе пробежала волна света. Лес начал просыпаться. По-настоящему. Снаружи раздался новый взрыв. Потом еще один. Враг приближался. Времени почти не осталось. Кай подошел к центральному узлу. Активировал переносный интерфейс. Подключил его к древней системе. Никто из людей раньше не пытался сделать нечто подобное. Возможно, потому, что никто никогда не попадал сюда живым. Данные начали поступать мгновенно. Тысячи потоков информации. Миллионы связей. Перед ним раскрывалась нервная система целой планеты. Именно тогда он увидел решение. Единственный шанс. Если направить всю накопленную энергию через верхний слой корневой сети, получится создать гигантский электромагнитный импульс. Он не уничтожит корабли, но ослепит их. Отключит управление. Лишит преимущества. Однако цена была высокой. Кто-то должен остаться внутри узла до самого конца. Кто-то должен удерживать систему вручную. И этот человек уже понимал, кем станет. Кай посмотрел на Верховную. Она поняла все без слов. И категорически покачала головой. Но времени спорить не было. Снаружи уже слышались звуки боя. Враг находился совсем близко. Кай глубоко вдохнул. И впервые за все время позволил себе улыбнуться. Потому что наконец понял одну простую вещь. Он пришел сюда искать правду. А нашел нечто гораздо более важное. Дом. Место, которое стоило защищать. Даже ценой собственной жизни. Он повернулся к системе управления. И начал запуск последовательности, которая должна была решить судьбу всей планеты. Через несколько минут либо Вейлар будет свободен, либо исчезнет навсегда. И лес принял его. Не как врага, а как часть нового равновесия. Сирены древней системы больше не звучали. Теперь все пространство под гигантским деревом наполнял ровный низкий гул. Он проходил через корни. Через камень. Через саму землю Вейлора. Кай стоял перед центральным узлом управления и видел, как энергетические потоки становятся все мощнее. Сотни светящихся линий пробегали по корням. Тысячи импульсов устремлялись через подземную сеть. Планета просыпалась. По-настоящему. Верховная охотница продолжала стоять рядом. Ее глаза были прикованы к человеку. Она понимала, что происходит. Понимала цену его решения. Но остановить его уже не могла. Снаружи бой достиг своего пика. Вражеские подразделения прорвались к внутреннему сектору города. Над деревьями вспыхивали взрывы. Падали дроны. Гибли захватчики. Погибали защитницы. Но никто не отступал. Это была не просто битва. Это был последний шанс разорвать цепь прошлого. На главном дисплее вспыхнули предупреждения. Система готова. Перегрузка через 3 минуты. Кай быстро проверил параметры. Расчеты подтверждались. Импульс получится даже сильнее ожидаемого. Достаточно мощный, чтобы вывести из строя весь флот корпорации. Однако существовала проблема. Если энергия выйдет из-под контроля, погибнет не только техника. Пострадает и сам Вейлар. Риск оставался огромным. Но другого пути уже не было.
В этот момент подземную камеру потряс сильный удар. Пыль посыпалась сверху. Кто-то проник внутрь. Кай резко обернулся. Через разрушенный проход появились люди в тяжелой броне. Элитный штурмовой отряд. Лучшие бойцы корпорации. Они двигались быстро и уверенно. Очевидно, им удалось отследить источник энергии. Командир отряда сразу заметил человека. На его лице появилось удивление. Затем раздражение. «Реннер. Так вот куда ты исчез». Кай молча смотрел на него. Командир усмехнулся. «Ты даже не представляешь, что собираешься уничтожить. Это открытие изменит всю человеческую цивилизацию. Именно поэтому вы не должны его получить», — спокойно ответил Кай. Несколько секунд никто не двигался. Потом командир поднял оружие. Но выстрелить не успел. Из тени появились охотницы. Молниеносно. Без предупреждения. Без страха. Начался бой. Кай видел многое за свою жизнь. Но никогда не видел ничего подобного. Воительницы двигались словно продолжение самого леса. Каждый удар был точным. Каждое движение идеальным. Однако противник тоже оказался опасным. Элитные солдаты были хорошо подготовлены. Сражение развернулось прямо внутри древнего узла. Секунда за секундой. Метр за метром. Тем временем таймер продолжал отсчет. 2 минуты. 1 минута 40 секунд. 1 минута 20 секунд. Система выходила на максимальную мощность. Верховная охотница отбросила очередного противника и посмотрела на дисплей. Она поняла. Времени больше нет. Тогда произошло нечто неожиданное. Командир корпорации тоже заметил таймер. И, наконец, осознал масштаб угрозы. Он бросился к центральному узлу. Не ради победы. Не ради захвата. Ради спасения своей миссии. Если импульс сработает, весь флот станет бесполезным. Кай шагнул ему навстречу. Они столкнулись возле самого сердца системы. Без пафоса. Без громких слов. Просто 2 человека, сделавшие свой выбор. Командир ударил первым. Кай увернулся. Ответил. Снова удар. Снова движение. Оба понимали, что исход решится в ближайшие секунды. Таймер показывал 30 секунд. 25. 20. Бой вокруг продолжался. Но для них весь мир сузился до одного решения. Наконец командир сумел добраться до панели управления. Его рука уже тянулась к аварийному отключению. Именно тогда Кай схватил его за плечо. Они вместе рухнули на пол. Удар оказался настолько сильным, что аварийная консоль разлетелась на части. 15 секунд. 10. Командир посмотрел на дисплей. Потом на Кая. И впервые за все время в его глазах появился страх. Настоящий страх. Он понял, что проиграл. 5 секунд. 4. 3. 2. 1. Мир вспыхнул белым светом. На несколько мгновений исчезло все. Звуки. Краски. Ощущения. Словно сама планета сделала вдох. А затем пришел удар. Гигантская волна энергии вырвалась из корневой сети. Она пронеслась через джунгли. Через горы. Через океаны. Поднялась в атмосферу. И достигла флота корпорации. Один корабль за другим теряли управление. Гасли двигатели. Отключались системы наведения. Замолкала связь. Небо наполнилось падающими огнями. Впервые за десятилетия захватчики оказались беспомощны. Битва закончилась.
Когда Кай открыл глаза, вокруг стояла тишина. Настоящая тишина. Он медленно поднялся. Система была повреждена. Но работала. Планета выжила. Город выжил. Племя выжило. Верховная охотница стояла неподалеку. Она тоже была ранена. Но жива. Именно тогда их взгляды встретились. На этот раз между ними не осталось недоверия. Не осталось страха. Не осталось старой вражды. Только понимание. Прошло несколько дней. Последние силы корпорации покинули орбиту. Выжившие корабли ушли в глубокий космос. Они больше не могли продолжать операцию. Слишком большие потери. Слишком высокая цена. Впервые за многие поколения Вилар остался свободным. А затем произошло событие, которого не ожидал никто. На центральной площади собрались все жители города. Старейшины. Воительницы. Дети. Молодые охотницы. Верховная подошла к Каю. В ее руках находился символ племени. Древний знак, который вручали только своим. Тем, кого признавали частью народа. За всю известную историю этот ритуал никогда не проводился для чужака. Никогда. Она подняла символ и положила его в ладонь человека. Площадь замерла. Затем тысячи биолюминесцентных узоров вспыхнули одновременно. Словно звездное небо опустилось на землю. Это было признание. Ни гостя, ни союзника, ни спасителя, а равного. Кай посмотрел вокруг. На город. На лес. На народ, который когда-то считал его врагом. И впервые за долгое время почувствовал абсолютное спокойствие. Он больше не был просто человеком, прибывшим с другой планеты. Он стал частью новой истории. Истории, где прошлое больше не управляло будущим. Где память не превращалась в ненависть. Где сила означала не разрушение, а способность защитить тех, кто рядом. Много лет спустя дети Вейлора будут слушать легенду о человеке, который пришел без оружия и без страха. О человеке, которого боялись убить даже самые опасные охотницы. О человеке, который не покорил лес. Не подчинил племя. Не стал героем завоеваний. Он сделал нечто гораздо более редкое. Он заслужил доверие. А иногда именно это меняет целые миры. Конец.